попробуем посмотреть все, но постарайтесь акцентироваться именно на тех аспектах, которые больше всего интересуют, чтобы мы в первую А, очередь по ним поработали, хорошо? Да, конечно. Ну, конечно, моя цель, самая главная сеанса– это освободиться от всех интерферентов, всех подключек, гибридизации, имплантов, разорвать все контракты, подконтракты, соглашения, написанные и подписанные осознанно, неосознанно во всех временах и воплощениях. Вот, убрать привязки, блоки, установки, ограничения. Ну, в общем, убрать все, что мешает и способствует утечке моей собственной энергии. Также освободиться от эгрегоров, все, которые есть у меня, и в том числе от религиозного и, скорее всего, от колдовства эгрегора Елены Гилевой, потому что я хоть и не проходила у нее сеанс, я только его заказала, потом написала сообщение, что у меня был сеанс на октябрь 2020 года, и где-то зимой я написала, что вдруг, если будет окошечко, то можно меня туда поставить. И когда в марте уже я увидела сеанс «Ваш Виктория» с Моной и Павлом, я ей написала, что я отказываюсь от сеанса и расторгаю все соглашения с вами. Вот, то есть на физическом плане я расторгла, но все равно я чувствую, что у меня все симптомы, вот как рассказывают люди, да, вот болит левая нога, болит сердце, потом безумно болит голова, лобная часть, вот, и с правой рукой вот такое ощущение, как будто вот я держу вещь, а потом кто-то мне ее так вот под руку подбивает, я стала из правой руки ронять вещи, вот, и еще я, это вот где-то последнюю, где-то 2 недели последние, я заметила, что мне в магазинах, если я рассчитываюсь наличкой, начинают давать деньги неправильно, сдачу. Ну, ошибаются в свою сторону, там, допустим, вот у меня там 600 рублей, да, мне должны дать, а мне дают 300, ну, там, 300, ну, к примеру, да, вот, то есть посмотреть вот это вот. Ну, и, конечно же, поправить мое здоровье, ну, в аспектах написано, да, что я болею с самого детства, и, то есть, перележала во многих больницах, где-то в лет 20 я взяла ответственность за свое здоровье на себя, вот, начала пить БАДы, медовую продукцию, травы, в принципе, много чего поправила, но все равно осталось, да, и вот хочу посмотреть, есть ли эзотерическая причина, потому что не могу я с этим пока справиться, вот там, в принципе, пункты все указаны. Дальше хотелось бы, конечно, прекратить и устранить причину вот этих всех нападений на меня во сне и наяву. Вот, каждую ночь ко мне кто-то приходит, это разные сущности, и серые, я не знаю, ну, ко мне приходили такие какие-то высокие, длинные, худые. Вот, то есть я видела себя, причем это с самого детства, я видела себя и в лабораториях, где у меня брали какие-то там анализы, опыты надо мной проводили. Вот, я иногда просыпалась от того, что я не могла двигаться, на меня луч с окна с тарелки светил. Я видела домовых, то есть где бы я только и ощущала их, и если я где-то ночую в гостях, допустим, либо там, то есть обязательно ко мне кто-то придет, ляжет на кровать, будет душить меня, вот, то есть я какой-то маяк, который притягиваю какие-то потусторонние силы, вот, причем вторжение агрессивное очень на меня, вот, то мне там могут заломать руку, кровь взять, что-то в шею какой-то укол сделать, ну, то есть постоянно что-то, какие-то вторжения. Постоянно приходят какие-то ведьмы, колдуны. Вот. Причем вот что еще самое вот страшное, у меня как бы это вот всегда, что я во сне не могу, у меня нету вот силы воли сопротивляться во сне. То есть у меня, то есть я потом утром просыпаюсь и думаю, так, ну почему я то съела или я то выпила, почему я не проявляла силу воли и агрессию, да, постоять за себя. Вот, то есть у меня во сне, то есть у меня идет какое-то раздвоение сознания, наверное. То есть во сне я вот такая вот аморфная какая-то, потом я просыпаюсь, я злюсь, ну я же могла за себя постоять, я же могла отказаться, да, там какой-то дать отпор. Вот. И я еще тоже помню один сон, это тот момент, когда я все-таки смогла за себя постоять. Ко мне пришла, я описывала тоже это в аспектах, ко мне пришла ведьма молодая во сне, я говорю, да что ж вы ходите ко мне, я уже устала, надоело.
А она так стала извиняться как-то так и говорит: ой, ну я не хотела, меня заставили, они тебя очень боятся. И я еще такая утром тогда проснулась, я еще не смотрела ваши все сеансы, и думаю, так кто эти они, почему они меня боятся? Вот, то есть я хочу прекратить вот эти все нападения, я устала от всех вот этих сущностей разного порядка. И научиться проявлять волю и защищать себя во сне, отстаивать свое личное пространство. Так, посмотреть все-таки вот эти повторяющиеся сны, потому что мне периодически снятся, что я босиком, потом мне нету обуви, лестницы, где я поднимаюсь по лестнице, и раз там закрыта дверь, либо стена, либо лестница вообще перевернутая. Вот. Лифт, который едет только вниз, допустим, то есть у меня нет какого-то движения наверх во сне. Во сне также, если я в воде, я всегда начинаю тонуть. У меня прям во сне начинается сумасшедшая паника, что я тону. Вот. И, конечно, еще один из пунктов отменить мои глупости, куда я ходила к бабкам, к деткам, ко всем целителям, ко всем тарологам, ведуньям и так далее. И отменить вот эту ситуацию, которая, ну, это глупости, то, что я была не в себе, когда я пошла с подружкой к целительнице, Светлана ее зовут. Ну, теперь я уже понимаю, что это прям классическая ведьма. Вот. И она разложила индийский пасьянс, и у меня там выпало кольцо, свадьба. И она говорит, вот в этом году ты выйдешь замуж. Я была тогда в отношениях, в гражданском браке, сказать, что там это какие-то счастливые отношения, я бы не сказала. Вот, она сказала, вот у тебя должна быть свадьба. Я посмеялась, говорю, ну, как бы, это вряд ли. Она говорит, ну, ничего страшного, вот посмотришь. Но тебе нужно почиститься, и твоему молодому человеку тоже нужно почиститься. И я, в общем, ходила на сеансы. Конечно же, я принесла фотографию молодого человека. Вот. И каждый раз, когда я приходила на эти сеансы чистки, она мне говорила, ну что, ну как там, ты уже сделала предложение, вы уже дату назначили. И, в общем, с какого-то раза я уже сдалась. И я сделала сама предложение. Молодой человек согласился, и получается, когда я очередной раз пришла, я говорю, вот, как вы говорили, мы собираемся пожениться. Она говорит, ну давайте назначим дату. Вот, мы назначили самую для тебя благоприятную, мы назначили дату, вот, мы поженились в этот день, но как бы все равно счастье долго не длилось, вот, через 1,5 года мы развелись. Ну, в общем, я хочу вот эту всю дурость, вот это вот все отменить, и если я еще навредила своему бывшему мужу, потому что я носила его фотографию, да, то есть вот это все убрать, отменить, исправить. Понятно. Так, что еще? Ну, конечно же, узнать причину моего одиночества. Оно у меня складывается из 2 аспектов. Первое, это что всю жизнь я себя чувствую, хоть я и среди людей, мне одиноко. И, то есть я, знаете, я как волк, который ищу свою стаю. То есть я не могу найти людей, то есть я меняю города, меняю окружение, и все равно я чувствую вот это внутреннее одиночество. То есть вокруг меня люди, которые меня не понимают. Ну, как бы вот так вот. То есть я их прекрасно понимаю, они меня нет. И даже могу сказать, некоторые говорят, они мне так и говорят, мы тебя боимся. Боимся твоих идей, боимся тебя. В общем, хочу узнать, почему меня боятся. Хочу узнать, почему не складывается личная жизнь, почему меня не видят. Вот если есть моя родственная душа, послать запрос, чтобы меня нашли. Нашла меня эта душа родственная. И еще узнать, почему у меня, и убрать, устранить причину слабые личностные границы. То есть я не могу за себя постоять. Вот как во сне, так точно так же я не могу постоять за себя и в жизни. То есть если мне что-то говорят, я не могу парировать, я не знаю, как... то есть я закипаю внутри, а ответить ничего не могу. Вот. И плюс еще вот эти вот личностные границы, пространственные, то есть я не чувствую пространства, я очень часто врезаюсь в углы, в шкафы, в двери, то есть вот у меня то есть мне кажется, я уже как бы закончилось мое тело, а оно, когда я врезаюсь в дверь, оказывается, я еще продолжаюсь.
В людей точно так же врезаюсь. То есть у меня вот нарушено вот это пространственное какое-то ощущение себя. Ну, в принципе, наверное, вот это все. Ну и посмотреть если будет время посмотреть мои отношения с мамой, почему я все время ощущаю себя в роли просящего, вот. И передать всем информацию, рассылку всем моим знакомым, моей семье, там, в принципе, написано в аспектах, вот, и, ну, вот там, кому в аспектах тоже написано, возможно, умершим родственникам троим, ну, чтобы сейчас время, да, не занимать, вот. И если будет время, то есть я почистить квартиру моих родителей, потому что я туда приезжаю, приезжает брат со своей семьей, и если там есть что-то, что, ну, я просто помню, как брат у меня в детстве боялся очень темноты, и, скорее всего, и потом, когда вот недавно приезжали с племянником, племянник тоже боялся спать. И там же нападения на меня начались в детстве, да, то есть, возможно, чтобы вот мы там нормально могли существовать счастливо, то есть вот почистить, Понятно. чтобы я почистила наше пространство. В принципе, все. Хорошо, Екатерина, спасибо большое. Все достаточно подробно. Ну что, тогда попрошу микрофончик выключите, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку. Все, отлично. И готово, да? Мгм. Хорошо, тогда отсчитываю обратным счетом от 5 до 1, и постепенно ты расслабишься. 5, 4, 3, 2, 1. Где ты находишься? Я нахожусь в эфирном пространстве. Здесь же находится эта конструкция. Давай отыщем эфирное тело Екатерины. Она какое-то сечение показалось, и она как будто бы проявилась в этой конструкции. Сосканируй, пожалуйста, ее ДНК, убедись, что это человек и что это действительно Екатерина. Да, это она. Какому уровню частот соответствует сейчас ее вибрации текущей? 37. Мгм. Опиши, какой ты ее видишь. Что за конструкция и вообще в целом, что ты видишь? Ее левая рука находится как во льду. Это прозрачный лед. Потом это темнеет, идет такой шлейф черный к левой ноге. Там характерные эти бомбочки, там очень много всего, фактически все темное. Ее энергосфера еле-еле просматривается из-за этих черных энергий. Потом вся голова как-то только вот так. И вся левая сторона тоже затемнено, то есть все темные энергии, черные буквально. И считывается, что она измучена. Мгм. Она как будто бы не стоит на прямых ногах, а как будто она колени согнуты. И не на коленях стоит, и не на прямых ногах, где-то наполовину.
И я вижу, что у нее крылья черные. С крыльев течет черная энергия. Это ее крылья? Да. Мгм. Просканируй еще раз ее ДНК, убедись, что это человек. И если это человек по ДНК, то какой уровень гибридизации? И с кем? Я вижу, что у нее во рту удила, и она их кусает постоянно. Какой? У нее вот считывается энергия, как лошадь с крыльями. Вероятно, это ее внутреннее состояние, как будто бы Пегаса словили. Вот какая-то интересная картина, как будто бы Пегас летит по небу, а его чем-то, как это, аркан. Мгм. На аркан, и он упал на передние колени. Мгм. Вот. Понятно. Хорошо. Тогда для начала сделаем следующим образом. Проведем процедуру поднятия вибраций. То есть для этого нужно будет Екатерине вспомнить какой-то приятный момент в ее жизни. Поймать в себе энергии, которые возникают в ее энергосфере в ходе этих воспоминаний. Это какие-то высокочастотные вибрации. И максимально возможным сейчас в ее состоянии распространить данные энергии по ее энергосфере, затесняя и вытесняя темную энергию, либо перемодулируя ее, и поднять собственные вибрации, восстановить хотя бы частично свою энергосферу. Давай попросим ее это проделать на счет до 3. 1, 2, 3. Но сначала у нее наоборот под ногами как будто бы провалилась, образовалась огромная воронка. Мгм. И я увидела, как вокруг этой воронки какие-то сущности буквально ее толкали туда вниз. Но потом она повысила свои вибрации, и они разлетелись в разные стороны, и ее энергосфера увеличилась, и она вышла с этой воронки. Мгм. И сейчас она смотрит, осматривает себя. Она энергосфера очень светящаяся. Мгм. Ну, если бы меня попросили нарисовать какую-то красивую богиню, то я ее именно так бы и нарисовала. Хорошо. Давай посмотрим вот эти с левой стороны, которые ледяная рука плюс связь с левой ногой, которая проявляется в том числе и на физическом плане. Какие причины? Это интерференция, либо это последствия колдовства или магии? Я вижу, что там, где ее правая рука, она вот это лед, покрыта как льдом, и там ручка у нее в руках тоже как прозрачная ледяная. Эти энергии льда считываются. Мгм. И в этом, там, где ее рука, там такое пространство, ну, похоже на какой-то офис. Это сектор подписания контрактов и жертвоприношений. Вот здесь оно вверху, вот так, возле правой руки. И рука зафиксирована, то есть она не может этой рукой как бы двигать. Мгм. И Хорошо. Давай мы сделаем следующим образом. Мы отправимся в тот момент времени, который предшествовал ее намерению подписать данный контракт.
Мы не знаем сейчас, был он в итоге подписан, не был, но мы идем в тот момент времени, предшествовавший за секунду, допустим, до принятия ей решения о подписании этого контракта. Что И ты я видишь? вижу, что а, в этом офисе, ну там сущности как будто бы сидят, и папка таких документов лежит. И включается экран как компьютера. И я вижу там женщина, а за ее спиной сущность стоит. И она договаривается с Екатериной. Мгм. И от нее также идет подключка такая черная, как черный провод, вот к этим бомбочкам и к Мгм. этой энергии в левой стороне. Мгм. А можешь сейчас сказать, какой предмет обсуждения у них? О чем они разговаривают? Они разговаривают о дате. Я вижу, что эта женщина вот так поднимает такой большой календарь, и они договариваются через экран как-то о дате. Я слышу сеанс. Понятно. Хорошо. Тогда в этот момент времени, предшествовавший подписанию и принятию решения или изъявлению каких-то намерений со стороны Екатерины, в этот момент времени она должна отменить свое решение, аннулировать его, отказаться от всех последствий такого шага и стереть их из своих последующих событий. Этого события не было. Ее решения не было. Она его отменяет. А его не было. Ничего не было. Я вижу, как ее рука ищет эти среди этих контрактов, стопка контрактов, и она свой контракт не находит. И она говорит, что она не соглашалась на какие-то дополнительные подключки. Мгм. Я вижу, как она вот так вот руку берет. Я говорю, чтобы она фактически уличает во лжи. Я вижу, как ее рука освобождается. То есть она отказаться должна не только от самого факта подписания, но даже и от намерений такого сотрудничества. Да, сейчас она как бы перечеркивает, даже не перечеркивает, а как будто бы ножом вот так разрезает это все пространство, и оно начинает рассыпаться. И она буквально выходит с этих черных энергий, с этой конструкции, которая уже была ей ну, приготовлена. Мгм. Мгм. Она складывает вот так эту штуку с головы, как огромная тарелка какая-то. Но я говорю, чтобы она обратила внимание на то, что у нее в голове что-то белое есть. Там как будто бы яйца в голове, вот как будто бы гнездо, и штук 20 Мгм. или 30 яиц, один возле одного поставлены. Мгм. Я говорю, чтобы она виновнику этой конструкции отдавала все, приказала забрать. Вот. М, э, А что с рукой происходит? Я И сейчас ногой? смотрю, одну минуточку, я смотрю, там открытый портал, и там такая вылезла как змея, у нее такая вот, как гриб голова с одним глазом, рептильный глаз, вот, моргает. То есть я так понимаю, что сейчас я поставила защиту на наше рабочее пространство. Я запрещаю считывать эфирные ДНК кого бы то ни было в нашем
пространстве. Мгм. Хорошо, давай мы сделаем следующим образом. Мы сейчас пока вот эту ситуацию заморозим Мгм. и переместимся из нее. Так, я Переместимся из нее. замораживаю. Да. Откроем портал на более высоких частотах относительно тех, в которых вы сейчас находитесь. И в которые по своему уровню вибрации может переместиться Екатерина. И уйдете оттуда, закрыв за собой портал. И все, что связано с тем местом, где вы сейчас пребываете, в том числе и входы в другие порталы. Я вижу, что она находится в такой воронке, и когда она поднимается, ее черная такая энергия, которая идет буквально с ее как бы с ног, прямо как открытый портал. Черная энергия тащит ее вниз, не дает ей подняться. Хорошо, давай. То есть она не может выйти оттуда. Нет. Хорошо. Тогда давай поймем причину возникновения этого портала, что явилось причиной этого воздействия на нее. Да, я вижу, у нее колдовская метка, огромная метка между бровями. Она идут к рукам такие черные широкие полосы, и от этих рук, то есть эти меридианы все запечатаны, я слышу, запечатаны, и в сектор магии и колдовства. И я вижу, что это связано, это место с походами к женщине. Я вижу, что Екатерина приносит ей фотографию молодого человека. И таким образом она как бы открыла этот портал и определяет себя как единым целым с этими энергиями магическими, черномагическими. Хорошо. Тогда мы отправимся в тот момент времени, когда когда Екатерина первый раз пришла к Светлане. И до того, как они договорились о чем-то, в самый первый момент времени, она должна отказаться, четко сконцентрировать свою волю и заявить о том, что она отказывается от сотрудничества с ней, от каких-либо действий в отношении ее, либо ее молодого человека, и аннулирует все последствия такого вмешательства. Она изменяет свое решение силой собственной воли. Я вижу, что она это делает. Ее как будто бы какая-то девушка, руководимая интерферентами, тащит, буквально показывает, и они так весело идут туда. Но она останавливается, отказывается. Я вижу, что она буквально эту фотографию выхватывает. И это буквально не фотография, это я вижу, что какая-то часть, светлая часть ее возвращается в ее сердечную чакру. Я вижу, как такая конструкция вот от сердечной чакры выходит такой, как шар черный, потом эта метка с головы, и вот эти все конструкции, которые связывают меридианы, блокируют ее чакры, эта сетка тоже уходит, она поднимается вверх. Да, то есть в этот момент времени она принимает решение аннулировать и отказаться от всего, что с этим связано, от отношений с этой подругой, от последствий своих решений, от последствий своих общений с ней. Полностью Да, от я всего. вижу, что пропадает эта программа, потому что она установила сама себе программу связи с этим молодым человеком. Это как образовался такой блок. Естественно, что она уже не сможет найти
свою родственную душу, потому что у нее на эфирном плане уже есть молодой человек, то есть уже мужчина есть. Он прописан у нее в программе. Понятно. Она это тоже разрушает. Мгм. Хорошо. Тогда давай после того, как она это сделала, посмотрим, есть ли еще препятствия ей переместиться в пространство с более высокими частотами. Я вижу, что у нее вот в области между второй и третьей чакрой идет какой-то блок черный, как кирпич. Мгм. А, Подскажи, пожалуйста, вот этот портал, который был следствием взаимодействия со Светланой, он закрылся? Вот эта воронка, которая тянула ее вниз, она закрылась? Она изменила свою конфигурацию. Это был просто как труба черная, в которой она Мгм. находилась. А сейчас оно вот так как-то, энергия не такая уже плотная, и получилось такой вид, как будто бы перетянулась в каком-то месте. Вот как будто бы вот эти песочные часы. Но портал еще есть. Она еще в нем находится, но он не такой черный уже. Хорошо, И я тогда вижу, пускай. что ей... Мгм. Мгм. Мешает как бы родовое, то есть какая-то блок, как родовое, то есть магия есть в роду, наложилась как проклятие, то ли магия, что-то такое, то есть то, что передается из рода в род, потому что это находится вот буквально на уровне яичников. Мгм. Хорошо, давай будем отсекать эту ситуацию постепенно. Сейчас попробуем проделать следующим образом. То есть мы попробуем опять провести повышение вибраций по той же самой методике. Уплотнение, вернее так, сделать свою энергетическую сферу более упругой и попробовать отсоединить этот портал от себя, эту воронку, и откинуть ее за счет того, что энергосфера стала более упругой и вибрации в ее энергосфере стали более высокочастотными. Пускай попробует это сделать. Я вижу, что у нее это получается, и те сущности, которые находятся в секторе интерферентов, они, ее свет буквально ослепляет. И они смотрят, и внизу маленькие на нее вот так закрываются от ее света. Но в секторе колдовства и магии открыт портал так и остался. Мгм. И тянется вот такая черная подключка. Она похожа, вот как будто бы ей все равно, что такие высокие вибрации, как змея вот так вот вьется. Хорошо, давай пойдем к причине этого подключения, ну, этих воздействий на нее. Мгм. В чем причина? Но вот это, то, что я вижу, это мы Мгм. еще, она еще не убрала эту, эти энергии от Елены, они были заморожены, от ее света оно разморозилось. И эта конструкция еще вот, она есть. Я вижу вот этот глаз, этот портал и эти бомбочки. Мгм. Ну хорошо, мы применим универсальную методику, то есть нужно будет отказаться по образу и подобию, как она отказывалась от Мгм. последствий или, скажем так, изменяла свое решение, да, взаимодействовать со Светланой, точно так же нужно поступить и отказаться от последствий всех практик, это по воле Екатерины, от последствий всех практик, которые она проходила, в том числе и, значит, предполагаемого или возможного сеанса с Еленой. То есть она внутри себя, собственной волей, своей, отказывается от всех последствий своих намерений в отношении всех практик, которые она когда-либо проводила, либо хотела проводить. Да, у Мы нее дадим, это получается, да.
Да, Я давай мы вижу, дадим время на это. Я отсчитаю от 1 до 3. И за этот период времени в нашем пространстве, там она от всего освободится. 1, 2, 3. да, она освободилась от всего, что закрыла портал. Оно как спираль черная, все ушло, закрылось. Она закрыла. Считывается энергии радости. Мгм. Хорошо, то есть тем самым мы а, поработали с сектором колдовства и магии, но Мгм. при этом остались другие вопросы. В частности, меня интересует сейчас ситуация. Я попрошу тебя отправиться в тот момент времени, когда Екатерина, будучи маленькой, проживала в доме родителей, и постоянно, практически каждую ночь на нее были нападки домового. В любой момент времени, когда это происходило, мы сейчас отправляемся и будем исследовать эту ситуацию. Но я захожу, да, я вижу. Это не домовой. Угу. Отсканируй Ага. его ДНК. Кто это? Я вижу, что это длинный серый. Угу. Он из сектора интерферентов. Угу. Я не знаю, почему она решила, что это домовой, но он как будто бы темная энергия черная, но это серый. Это совершенно нормально. То есть посмотри на него с ее глазами. И возможно, что он применяет голографию для того, чтобы явиться ей теми образами, пугающими ребенка. Да, я вижу, что а, она боится тех образов, которые она знает. Мгм. Он что-то ей делает, как врач. Он ей пульс на шее меряет. Он смотрит куда-то вот сюда, себе на руку. Мгм. Какой-то, то есть он что-то делает постоянно с ней. Хорошо. Какой-то укол. Сейчас замораживаем эту ситуацию, Мгм. обращаемся к нему и приказываем ему, поскольку он всего лишь слуга, приказываем ему вызвать сюда своего начальника на этом проекте. Он сильно уменьшился и идет сначала большой, а потом уменьшается. Это рептилоид. Сначала он выглядит таким очень крупным. У него есть хвост. Я считываю его ДНК. Мгм. Прямоходящий. Отличается от первоначального, как он показался. Это больше похож на человека. Гуманоид? Гуманоид, но с хвостом. Мгм. Темная кожа. Как его зовут? Любое имя. Ну, что-то он засычал. Что-то засычал, то ли ки. Я услышала ки. Ки? Да. Мгм. Да, он снова, когда он открывает рот, у него язык как змеиный. Мгм. Прикажи ему принять стабильную форму в соответствии с его ДНК. Это как просто земноводное животное, как крокодил. Мгм. Понятно.
Так, серый, который мы видели, который представлялся, он является его подчиненным. Да. Мгм. Хорошо. Дашь мне поговорить с этим земноводным крокодилом? Мгм. Ты просто голосовые связки его, никаких эмоциональных, чувствительных, ментальных контактов, только голосовые связки. Ки? Мгм. И я тебя рад видеть. А, Рассказывай давай, что ты там делаешь с Екатериной? Ловлю. Зачем? Укращаю. Задача. Чья задача? Твоя или тебе кто-то приказал ее выполнять? Наша задача. У тебя есть начальник на этом проекте? Есть. Мгм. Какую цель вы преследуете? Уничтожить род человеческий. Ну, это понятно. Я говорю в отношении Екатерины конкретно. Что делает твой серый и что вы пытаетесь получить в итоге? Сбить. Сбить. Мгм. Сбить. А ты уже попадал в ситуации ранее, когда тебя выявляли во время интерференции? Или это твой первый опыт? Нет. М. Кто Ну, ты такой? потому что ты еще слишком глупый, наверное, поэтому у тебя и начальник есть. Ты подчиняешься сейчас и принадлежишь полностью энергосфере Екатерины. Знаешь об этом? Ну, сейчас узнаешь. Отключись от Виктории. Виктория, отключись от него. Мгм. Мгм. Прикажи ему, пускай вызовет сюда своего начальника. Он сейчас забился в угол. Очень маленький, он испуган. Мгм. Потому что я вижу, что Екатерина, вот появляется снова образ такого светлого пегаса, Мгм. сияющего, огромного, и он очутился как в энергосфере ее, и он просто продавил ее энергосферу, но не может выйти. Мгм. Хорошо, пускай вызовет сюда своего начальника. Я вижу, что появляется спрут, он хватает его за шею, как бы Мгм. за предательство. Мгм. Хорошо, тогда долго мы на это время тратить не будем. Понятно, собственно. Единственное, меня интересует вопрос. Посмотри, а, правильно ли я понимаю, что в момент, когда она уходит из этой квартиры и живет на каких-то съемных квартирах, этот домовой в кавычках, это все тот же самый серый, который постоянно ходил за ней. Да, Мгм. Сейчас, в настоящий момент времени, у нее есть подключка к нему или к этому рептилоиду? есть.
какие-то импланты в ее энергетическом теле ими установлены? Установлены. Я вижу, что а, установлены импланты, они как датчики какие-то, как датчики передвижения или GPS работают. Они у нее вот именно там, где я видела этот черный блок, вот в области гениталий с правой стороны. И идет такая черная подключка. И я вижу такую картинку, то есть картинка в картинке накладывается, что я не знаю, где это, то ли это в экране или это в его глазах, в голове, как точка такая красная. Мгм. Хорошо. Давай мы сейчас сделаем следующим образом. Пусть Екатерина сосредоточит на кончике собственного пальца заряд высокочастотной энергии, но небольшой мощности, которая не позволит еще уничтожить этого рептилоида, просто его шокирует. И на счет 3 дотронется до него своим энергетическим пальцем, передаст этот высокочастотный заряд энергии и шокирует его. 1, 2, 3. Мгм. Она сделала. Что происходит с этим существом, с этой сущностью? Он сильно уменьшился и как-то как будто бы разрушился наполовину. Вот, его как будто бы... Он как будто бы разорван на части, как будто бы его порвали и сложили. То есть есть пространство между его частями. Мгм. Понятно. Хорошо. Тогда приказываем сейчас ему и Спруту, который, собственно, бенефициаром является всей этой конструкции, на счет 3 убрать из эфирного тела Екатерины все импланты, которые были ими установлены для улучшения совместимости и управления, манипулирования ее волей. На счет 3 они должны будут это все сделать аккуратно, убрать все импланты, которые мы видим и которые мы, возможно, не видим, и отключить все свои воздействия на энергетическую сферу Екатерины. 1, 2, 3. Они сложили как в коробку. Я вижу, как этот знак GPS, он погас. Мгм. Она отдала вот эти все импланты с головы, подключки. Также я вижу, что был имплант в сердечной чакре или на сердечной чакре. Она тоже это отдала, этот черный имплант. И я вижу, что ушло даже вот это, как мы называем, родовое проклятие. То есть связь с этим нижним порталом магии и колдовства, оно все утянулось к ним. Мгм. Я бы хотел, чтобы мы сейчас отправились в тот момент времени, когда Екатерина, однажды проснувшись, увидела луч из тарелки, Мгм. который парализовал ее волю. Просто посмотри, эта ситуация имеет какое-то отношение к этим интерферентам, или она не имеет отношения, и это другая ситуация. Нет, это та же самая. И я вижу, что ее постоянно вот когда идет такое воздействие, чтобы подавление воли. Идет буквально команда как бы спать, засыпать. Мгм. Скажи, от кого следует эта команда из них? От Спрута? От спрута, да.
Он в этой тарелке как будто бы считывается он, а серый это как будто за пультом управления. Мгм. А вот еще тогда отправимся в тот момент, когда у Екатерины изменился голос, и она во сне увидела, что с ней проводят операцию, с ней проводят операцию, после чего голос у нее восстановился. Отправимся в этот сон. Давай посмотрим, что там происходит. Я вижу, что она находится в каком-то пространстве. Ее эфирную часть укладывают на стол. Мгм. Кто-то очень черный стоит со стороны, с правой стороны, вот здесь. Какая-то черная энергия, которая не считывается как какая-то фигура, просто как энергия. А возле нее вот считывается четко вот этот серый. Мгм. А А давай мы вот все-таки это поразбираемся с этой энергией. Сейчас на счет 3 мы прикажем ему, мгм. и он исполнит нашу волю, примет ясные очертания и предстанет перед нами, чтобы мы его могли идентифицировать. 1, 2, 3. Это рептилия. Он что-то делает буквально в горле. Спроси его, что они делают, зачем им нужно возвращать голос Екатерины к прежнему. Или другая какая-то цель. Я вижу, что у них в руке какой-то камертон, и они изменяют какие-то настройки, то есть они подстраивают. Они говорят между собой, что они не могут выдерживать этот голос, эти вибрации. Мгм. Я считываю, что это ей кажется, что голос вернули такой же, но он как-то он понижен. Мгм. То есть он А, другие характеристики имеет. а причина, собственно, изменения голоса в чем? Я вижу, что когда она говорит, ну, вообще вокруг нее такие идут вибрации. И когда она разговаривает, то идут такие волны, и эти волны вот как-то усиливаются, усиливаются, вот. И радость, вот волны сильно вот так идут, и поднимаются вибрации очень сильно, считываются вибрации радости. Буквально это соответствует, мне почему-то приходит это ода радости. То Мгм. есть ее вибрации близки к вибрациям творения. То есть она какой-то... Они боятся этих вибраций. Поэтому они устанавливают Да, прибор, который их меняет, да? там, да, там такой имплант они поставили, как шарик. Мгм. Хорошо. Ша- Давай, я понял. Отключимся сейчас от этой ситуации. Отключимся. Мгм. И посмотрим. а, Хорошо. Отправимся в тот момент времени, вернее, в тот сон, когда Екатерине явилась некая ведьма, и у них состоялся диалог, в ходе которого Екатерина проявила свою волю, и эта ведьма начала оправдываться перед ней и сказала, что кто-то ее боится. Давай отправимся в этот сон. Да, я вижу.
Посмотрим. Я вижу, Мгм. что вот там, где интерференты в этом портале, Мгм. где-то ниже, в другом пространстве, он намного ниже, но в секторе интерферентов, там находится, мне приходит как колдун, звездочет. Вот. Это не тот человек, не то сущность. У него вот такой шар в руках, Мгм. хрустальный шар. Он считывается как гонец. Я вижу, что он как-то буквально проникает в пространство и гоняется за Екатериной. То есть он ищет его, он ее ищет, а мне приходит его в пространствах, Мгм. чтобы обуздать. Мгм. Хорошо. Давай рассмотрим сейчас ситуацию эту подробно. Ведьма, которую она видит. Ее Просканируй ее, просканируй ее ДНК. Кто это на самом деле? Ведьма это или это кто-то, кто представляется ведьмой? это ведьма, это девушка, она называет себя как ученицей. Она как неопытная, но она у кого-то проходит как бы уроки. Она еще не очень темная, Мгм. но она подключилась к этому порталу. Как ее зовут? Идет два имени. Идет Нина и Абигель. Или Абидаль, Абигаль. Мгм. Почему-то два имени рядом. Мгм. Хорошо. Ты можешь дать мне с ней поговорить? Да? Мгм. Нина? Да, я ничего не делаю. А Она меня использовала. она это кто? Моя хозяйка. Мгм. А что ты делаешь там сейчас? Какую команду ты, за какое задание ты получила? Я ничего не получала. Она использует меня. Ну, в каких целях? Что Она, для... Мгм. я сплю. Она, м, она использует меня. Я не хочу. Что ты делаешь там? Я просто лежу, я просто смотрю. Я не хочу. Я не хочу. Не хочешь чего? Я не хочу, чтобы они делали это со мной. Мгм. Я Хорошо. ее тоже боюсь. Почему? Ее все боятся. Почему ее боишься ты? Ее все боятся. Я боюсь ее. Понятно. Хорошо. Отключись от нее, Виктория. Отключись. Мгм. Мгм. А, давай А, теперь дальше. Она спит? Она не Мгм. спит. Она лежит, пустышка, как пустая. У нее глаза открыты, и она смотрит. А вот эти энергии, какая-то вот черная энергия, темно такая черно-красного цвета, она буквально ее вышибает и использует как бы ее эфирное тело. Да, я так и понял, да. А вот это она как пустышка лежит, Мгм. она все как мертвая, она ничего не может сделать, хотя она не спит, и она понимает, что кто-то использует ее тело.
Мгм. А давай посмотрим, вот эта энергия, которая использует ее, она на сегодняшний день, вот сейчас, в настоящий момент времени, имеет какие-то интерференции с эфирным телом Екатерины? Имеет какие-то воздействия на нее? Сейчас имеет. Это такая конструкция, вот эти энергии, они идут все в одну, к этим интерферентам. Хотя такое впечатление, что это задействованы несколько разных пространств. Мгм. Энергии совершенно другие. Вот эта энергия, она такая, как будто бы в красном пространстве какие-то черные мухи. И оно Ну, где-то соединяется вот вместе. хорошо. Нам нужно было, важно было узнать, что интерференция в настоящий момент времени есть. Тогда мы сделаем следующим образом. На счет 3, поскольку есть эта интерференция, Мгм. мы вызываем сюда этого звездочета, этого колдуна явиться перед нами. Он обязан это сделать и подчиниться нашей воле. Воле Екатерины. Я вижу, что выходит какой-то, это как человек. Мгм. Он лысый, у него, он такой страшный, как будто ему много тысяч лет. Мгм. А, Лысый и несколько таких волосинок на голове. Мгм. Вот дальше плохо его видно, только вот верхнюю часть головы. Мгм. А, Прикажи ему проявиться полностью. Я вижу, что он как скелет. Мгм. Там, где место души, там идет такая подключка еще в нижний портал, куда-то очень низко. И он как, как проводник. Он на самом деле сам себе не принадлежит. То есть он как будто бы есть и как будто бы его нет. То Мгм. есть его используют. Он как бы портал. Понятно. Тогда вызови сюда того, в чьих интересах он используется. Пускай явится перед нами и проявит себя. Сейчас я вижу какая-то летающая тарелка. Мгм. И что там? Там спрут, рептилия. То есть все, да, все оно связано с одними и теми же. Это те же самые? Те же самые, да. Но они как будто бы, С другой стороны мы в них зашли. у них зашли с другой стороны и как будто бы, в другом времени. То есть мы как будто бы очень сильно в прошлое вернулись. Мгм. А спроси этого рептилоида, как долго они вообще с Екатериной, если даже родовые какие-то вещи уходят после снятия ими имплантов. Я вижу, что это цифру 1000, вот около 1000 лет. И я сейчас проверяю на временной шкале. Да, и я тоже вижу, что где-то 1000 лет они. а, Да, я так чувствую, что это очень давно. А давай мы сделаем следующим образом. Мы отправимся в тот момент времени, Мгм. когда произошел их первый контакт. То есть, по всей видимости, я так понимаю, что некая сущность в Мгм. виде Пегаса путешествовала в пространствах, и ее поймали. Вот это то, что представляется сейчас. Хочется рассмотреть это более подробно.
Отправимся в тот момент времени, когда произошел первый контакт и первое какое-то воздействие, интерференция между ними. Сейчас я вижу, как будто бы городская площадь, и кто-то дает деньги вот этому колдуну, этому человеку, который сейчас считывается как скелет. Мгм. Ему дали задание. Какой-то человек богатый. Он говорит, что достать ему, что ли. И я вижу, что этот колдун, сейчас я его вижу с этим шаром. И в этот шар он смотрит и проникает в другие пространства. Это как какой-то прибор, что ли. И этот прибор, там преломление какое-то, каких-то пространств происходит, как лучи преломляются. И я вижу, что он смотрит какое-то пространство, и там вот этот Пегас сияющий. Странно, такое впечатление, что эти существа где-то были, что это не выдумка. И этот колдун дает задание таким фигуры, как они как будто бы со всех сторон. Фигуры какие-то, как чудища, бесформенные. Они то принимают форму человеческих тел, и они так со всех сторон как-то обступают этого Пегаса. Мгм. И начинают, и они бросают эти арканы. Мгм. И вот Как зовут этого Пегаса? какое-то имя, это как Лидия или Лилия, но это звучит на другом языке. Мгм. А посмотри внимательно. Тот человек, который дал деньги этому колдуну, он имеет какую-то интерференцию с Спрутом? Да, Или... имеет. У него интерференты вот эти. Спрут, то же самое, те же самые интерференты. Мгм. Понятно. Хорошо. Тогда отсоединяемся от этой ситуации. Мгм. Отсоединяемся от этой ситуации и делаем следующим образом. Сейчас импланты убраны. Спрут, рептилоид находится рядом с Екатериной. Она повышает сейчас резко свои вибрации. Происходит мини-ядерный взрыв в ее энергетической сфере. Она повышает их до максимальных возможных частот. Резко увеличивает собственную энергосферу. И на счет 3 передает огромный заряд своей высокочастотной энергии в своей энергосфере всем этим сущностям такого уровня, чтобы полностью аннигилировать их, то есть уничтожить в своей энергосфере. Просто в пыль. Это она проделает на счет 3. 1, 2, 3. Она как это Пегас, такой пошел взрыв, и вот эти все арканы, черные эти фигуры, это все рассыпалось.
И она, как свободный пегас, полетела вот так вот в сторону света первоисточника. Мгм. И сейчас я вижу эфирное тело Екатерины, и она вот так вот снимает обрывки этих черных веревок. Она выглядит как, ну вот как богини в статуях запечатленные, Мгм. античные богини. Вот так она выглядит. Мгм. И Что она эти произошло? веревки тоже поскладывала все так спокойно к этим интерферентам. Но у них паника и страх. Я вижу, что она с этого пространства поднимается вверх, а, а вот эти сущности, у них такая паника, что они буквально как будто бы падают лбом и кланяются ей. Мгм. Хорошо. Тогда мы просто-напросто их отпускаем и переходим, открываем портал на более на высоких частотах, на максимально возможных частотах, которые комфортны и тебе, и Да, Екатерине, да, я вижу, и уходите туда. мы уходим, светлое белое пространство, и я вижу, как по мере того, как она поднимается, вот с крыльев уходит вот эта чернота. Мгм. То есть у нее считываются крылья. Вероятно, это я не знаю до сих пор, что это значит. То ли это были существа с крыльями, то ли это символ свободы. Мгм. Хорошо. Тогда давай вот сейчас в этой ситуации уже из нового пространства посмотрим на некие физические аспекты. Мгм. Как то Екатерина роняет вещи, то есть как будто ее подталкивают под правую руку. В чем была причина? Или в чем есть причина? Нет, это была причина, связана с тем номинальным контрактом, якобы, который был, ну, на самом деле, которого не было. Мгм. О ну, договоренности о сеансе. Понятно. У нее аллергия от солнца. С чем это связано? Это сейчас я вижу с этими темными энергиями, которые в ней были, Мгм. очень низкие вибрации. Это с этим связано. Мгм. Ее как будто бы я слышу тень. Ей эти вибрации лучше бы подходило лунный свет, но это не ее вибрации. Мгм. Понятно. И часто бывает проблема с левым ухом и такое ощущение, что кто-то там ползает. Что это? Это ничего, ну, не знаю, что это. Оно просто что-то идет, какая-то вот сектор. Но я вернулась в тот момент, когда это Мгм. было, в сектор колдовства. Понятно. То есть это с этим связано, да? Да, это было с этим связано. Но Хо- сейчас нет. Хорошо. Опять же таки, в этой ситуации посмотрим на ее слабоволие. Вот на такой, значит, на такое явление, как ее слабоволие. Теперь Ну, она сможет проявлять собственную волю. да, сможет. Я вижу, что считывается информация, я вижу, что около 55 раз, 55 раз прилетала тарелка, и как бы воздействие было на нее. Мгм. То есть, чтобы ее укротить. Вот эта программа укрощения.
Хорошо. А в чем причина того, что люди не понимают ее, боятся ее? Противоречивость ее энергий. Потому что когда она открывала рот, когда она произносит звуки, Мгм. то эти звуки как бы буквально оно звучит, я уже несколько раз слышу, завораживает, потому что какие-то необыкновенные вибрации, и люди как бы, они же считывают, откуда эти вибрации. Мгм. Вот. И несоответствие этих удивительных чистых вибраций, которые у нее вот здесь были, Мгм. с теми черными вибрациями, которые были вот, где она была как бы замурована, то есть вот это Понятно. несоответствие. А отношения с мужчинами не складываются по этой причине и по той, что у нее была программа установлена, или есть еще какие-то причины? Да, это связано с интерферентами, потому что они боятся той связи с тем ее мужчиной, который ее ну, принадлежит ей. Она М. его найдет, встретит. Мгм. Он буквально идет уже он уже находится как бы на пути. Я вижу, что он как бы идет со стороны первоисточника уже в этом как бы временном портале, приближается. Мгм. Хорошо. Ну тогда мы вроде бы рассмотрели все ситуации. Да, и еще да, еще по физике хотел спросить. Значит, вот у Екатерины болят ступни, растут косточки на ногах, отекают ноги. Какая причина вот этого? Это была причина, связана с этим колдовским эгрегором, который на протяжении многих столетий она была подключена к этим. И Мгм. энергия уходила вниз, энергия должна подниматься вверх. Вот сейчас у нее все нормально, вся энергетическая система работает абсолютно нормально, ее энергии абсолютно чистые. А почему у нее есть проблемы с ориентацией в пространстве, со своим пространственным расположением? Она не ощущает должным образом границы собственного тела, постоянно на что-то натыкается. Это связано с тем, что ее память хранит о ее естественном пространстве. Оно намного дальше было, чем то пространство, в котором ее замуровали. Мгм. То есть это точно так же такой эффект, как будто бы можно приготовиться там на одну ступеньку наступить, а там оказывается, или через две, а там одна. То есть вот такое несоответствие. Мгм. Сейчас у нее этого нет, потому что она четко осознает свои собственные границы. Хорошо. И последний аспект, на который мы посмотрим, это ее отношения с матерью. Мы, понятно, сейчас их детально исследовать не будем, но просто посмотрим на ней и опиши, как ты их видишь. Я вижу, что это были эти отношения как бы созданы интерферентами для того, чтобы понижать ее вибрации. То есть сейчас, как минимум, с ее стороны препятствия для подобных отношений исчезли.
Исчезли, потому что в ней нет этих энергий. То есть, если нет энергии, нет резонанса. Угу. Все понятно. Хорошо, Виктория. Тогда на этом а, мы проделаем следующим образом. Сейчас информацию, касающуюся этого сеанса, и все, что здесь произошло, Екатерина отправит своим близким, родственникам, кому пожелает, ныне живущим, либо невоплощенным, всем тем, кому она хочет передать эту информацию для того, чтобы они сделали свои выводы из всего, что произошло. Да, я вижу, что она общается к разным пространствам и как звезды информацию рассыпает. Угу. И эта информация остается в свободном доступе. Но сейчас мы находимся как будто бы в каком-то космическом пространстве. Угу. Хорошо. Вот Екатерина мне прислала сообщение по поводу эгрегоров. Посмотри на этот аспект. Есть ли у нее сейчас связь с какими-либо эгрегорами? Сейчас нет. Потому что на самом деле это все решает ее воля. Совершенно верно. Специально не нужно все называть, потому что она на самом деле, ее рациональная часть уже решила. И только наш сеанс, он помогает всего-навсего как бы лучшей коммуникации между сознанием и подсознанием. Ну и это на самом деле происходит все моментально, потому что времени-то нет, все в настоящем. Только о чем-то подумала, от чего-то отказалась, вот оно все и И исчезло. произошло. Угу. Да. Хорошо. Тогда отключись сейчас от всех и от всего. Мгм. Да. И из этого пространства, в котором ты сейчас пребываешь, мы будем возвращаться здесь и сейчас. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Как себя чувствуешь? Хорошо. Отлично. Екатерина, включили, да, микрофончик? Да, включила. Ну, отлично. Значит, пробежались мы по всем вашим аспектам. В общем-то, все поисследовали. На самом Ну, деле неплохо. Я считаю, что все мы посмотрели. Значит, по поводу эгрегоров тоже я хотел добавить, не стал на сеансе, чтобы Вика уже и так долго пребывала. На самом деле это правда, то, что она сказала, так и есть. И, значит, отказ от всех эгрегоров – это вообще самая простая вещь на самом деле. То есть эгрегоры – это ваше желание. То есть если вам еще, к вам еще подключиться могут, манипулировав вами, да, и обманув вас, и действовать против вашей воли, ну или бессознательно вы будете действовать, то подключка к эгрегорам – это абсолютно ваша как бы воля, добровольная. Вот, и к любым эгрегорам, там, христианский, там, я не знаю, еще какой-либо эгрегор, да, вы можете отключиться сами, вот, в любой момент времени, даже в осознанном состоянии, рациональной частью, как об этом сказала Вика, просто приняв для себя такое рациональное решение. Вот. Поэтому вот с этим как бы на самом деле все просто. Я еще Вот. хотела по поводу потока изобилия.
уточнить? Он сам придет, не надо к нему подключаться? Вик, что скажешь? Ну, что я скажу? Знаете, это все на самом деле никаких таких специальных пространств нет. Все это пространство в вас. Это на самом деле качество ваших вибраций. Мгм. Когда человек начинает жить своей собственной жизнью по своему плану, перестает отдавать энергию и право руководить жизнью кому-то другому, то эти вибрации, которые наполняют его, они соответствуют вибрациям чистой Вселенной. Но и в этой Вселенной, в этих вибрациях недостатка ни в чем нет. Потому что Вселенная изначально изобилует всем абсолютно. И эти фрактальные энергии, которые рождают фактически сами себя и рождают все, они изобильны до бесконечности. И человек, который находится в этих вибрациях, он понимает и осознает свою причастность к этой богатой, изобилующей Вселенной. Он осознает, что он есть частью этой Вселенной. И, конечно же, что все, к чему касается его разум, его рука, оно имеет вот этот правильный вектор на изобилие. Мгм. То есть Вот так. вы резонируете с теми частотами, которым соответствуете сами. И Да. привлекаете в вашу жизнь то, что есть сами. Посему Мгм. нету никаких вот, ну, каких-то программ защиты, да, там, программ изобилия, там, еще чего-то, таких как бы вещей. Ну, вернее так, мы их вам поставить не можем. То есть Ну, это вы, да, это да, понятно. вы в своей энергосфере можете придумать любые программы, повесить их себе. Вот, Мгм. и все будет зависеть от вас. Вот, допустим, программа там, ну, будем говорить, там, вины, там, неверия в свои силы, да. Ну, так это и будет. То есть вы и будете встречать в жизни и такие события и ситуации, которые будут резонировать с теми программами, которые у вас стоят. И вы будете все больше убеждаться в том, что они у вас как бы стоят правильно. На самом деле, если вы от них откажетесь, то вы с такими ситуациями в жизни и встречаться-то не будете. А даже если они будут возникать, они будут проходить для вас намного проще, безболезненно. Вы не будете акцентировать на этом внимание, вы внутри не войдете с этим в резонанс, и это не будет так болезненно. Поэтому Мгм. это установки как бы на негатив. Установки на позитив, их тоже нужно формировать. И деньги – это энергия всего лишь, да. Мы очень часто говорим, что деньги – это зло, и в то же время хотим денег. А так не бывает. То есть нужно определиться. Если мы себя считаем светлыми и чистыми, но внутри у нас стоит установка на то, что деньги зло, то они к нам не придут. Вот, так Ну же и да. здесь. Нужно прежде всего понять, что это лишь инструмент, это энергия, которой уже вы будете распоряжаться. Либо во благо, либо во зло. Вот. И убрать этот внутренний барьер. И тогда вы будете резонировать с этой энергией, которая будет вам отвечать. Понятно. А вот то, что вы там, Виктория, ходите путешествовать, пробуждать память чистой Вселенной, она у меня уже автоматически пробудится? Она уже пробудилась. Мгм. Я же вам говорила, что светлые, чистые вот эти энергии, их же видно, фрактальные, они как цветы. То есть живая, энергия живая. То есть Мгм. специально там, конечно, некоторым нужно специально пробудить, потому что когда говоришь там вернуться, они почему-то возвращаются, они даже не могут сориентироваться, куда им направиться. То есть заблокированы очень сильно. Вам не нужно было. Раз, и вы уже там. Понимаете? Понятно. У меня все быстро проходило, да?
А Да, там времени да. нету, там вот все ваши решения, любые, вот 10 лет назад вы там приняли решение пойти к гадалке Светлане, да, вот, и 10 лет вы живете с последствиями какими-то, да, этого. Мгм. Там это происходит моментально, то есть там вот есть текущий момент времени и есть состояние ваше здесь, ну, как бы в этот момент, ну, условно говоря, только одно. И любые ваши решения относительно каких-либо событий, они сразу происходят и сразу меняются. В нашей жизни, конечно, нам нужно время для того, чтобы все последствия, они соматизировались, да? То есть даже последствия Мгм. этого сеанса в вашу жизнь придут не одномоментно. Это Ну, да. такова специфика и особенность того пространства физического, в котором мы с вами пребываем. А в эфирном Мгм. пространстве все происходит по-другому. Но как минимум уже то, что вами заинтересовался Спрут, да, а эти Мгм. граждане, они работают очень в долгую, вот, и очень вязкие, и очень цепкие. А, Это значит, что вы, в общем-то, интересная личность с точки зрения своего уровня духовного развития. Поэтому, безусловно, и те вибрации, которые вы источали, они их привлекают. Они потому импланты ставят для того, чтобы их адаптировать, эти энергии, к приемлемым для себя, вас понижать, вот, и питаться вашими энергиями. Поэтому я думаю, что наверняка у вас есть те как бы эталоны где-то внутри вашей энергосферы энергии чистой, первозданной, собственно, которая это все, ну, их привлекает. Мгм. Поэтому вы весь этот потенциал можете уже раскрыть сами. Ну, просто-напросто не проваливаясь и понижая собственные вибрации и будучи Мгм. уверенной в себе. Ну да. Ну, надеюсь, уверенность ко мне вернется, и я смогу отстаивать себя. Вы уже должны Тренироваться уверенно быть в этом. И сказать, и конечно, тренироваться. уже безо всяких сомнений это произойдет. Хорошо, спасибо вам большое. Буду поддерживать высокие вибрации, работать над собой. Хорошо. Ну, всего Спасибо. доброго. Всего доброго Да, вам. Успехов, да, удачи. да, до свидания. По И, поводу этого записи, мне бы не хотелось, чтобы опубликовывать. Можно так сделать? конечно, это ваше право. Хорошо. Ну, может быть, я чуть-чуть, как бы, знаете, увижу результаты и, ну, как бы побуду в этом состоянии, потом разрешу, но пока как бы мне не хотелось. Нет, ну, смотрите, я так понимаю, что мы можем любые события вырезать. Мы вас можем заретушировать, то есть вас не будет видно. Можем Мгм. и имя даже, ну, имя, наверное, не Не, ну получится, да? имя тут, в принципе, можно, Да, как оно бы. не имеет значения, потому А что вы оно думаете, что-то есть, ну, какое-то такое прям... Ну, мне Я очень думаю, интересно. что это хороший сеанс, и это очень будет полезная информация всем. Я единственное не очень поняла, у меня такой внутренний диссонанс. Я получаю, ну я же как человеком себя ассоциирую, а тут получается, я что, была Пегасом? Ну, это если я какой-то дурацкий вопрос задаю, извините. Ну, я просто вот, Виктория, вы Ну, это видели? ну, я видела себя деревом, Это я помню, да. Вы рассказывали. и то не один раз. То есть, как бы нам это ни странно, ну, потому что для нас вот жизнь даже 100 лет, даже можем себе представить 150 лет, да? Мгм. Ну, а 150 миллиардов лет, например. Вот кем мы были? А кем мы были, когда зарождалась Вселенная? Я это буквально вижу, ну, как какой-то капелькой энергии, но мы были там. То есть мы проходили вот этот процесс эволюции, эти все ступени, на самом деле мы не знаем, потому что мы живем в таком времени, когда только эти тайны начинают открываться. Я это так Мгм. вижу. Потому что мы живем в мире, о котором вообще ничего не знаем. Да? То есть Это точно. нам дали тела какие-то, которые не соответствуют нашему внутреннему составу абсолютно. Эти наши тела вредят нам. Мы не осознаем свое величие, свою энергию, свою силу, свои возможности. Не можем вспомнить свою историю. Это не должно так быть. Это как-то, ну, вообще противоестественно, да? Мгм. И что такое на самом деле Пегас?
Я не знаю. Ну, это, в этом, Только в том представлении, которое нам рассказывает, да, что это красивая, грациозная лошадь с большими крыльями. в этом нет Вам... противоречий никаких, потому что есть люди, которые, например, живут многомерной жизнью. То есть они здесь и сейчас пребывают в своей сознательной части, но при этом, на самом деле, они живут многомерной жизнью. То есть они своим подсознанием, да, присутствуют в многих жизнях, и не только на Земле, но и в разных пространствах, в разных измерениях. Эти пространства могут быть разной мерности, да, Да. там могут быть свои сознательные части, которые совершенно отличаются от наших, но при этом это одна личность. Это одна личность, Понятно. и понятно, что, ну, это как, вы знаете, можно сравнить, например, с тем, что на компьютере запущено несколько приложений, да? Мгм. То есть многозадачность, то есть уровень развития подсознания уже настолько высок, что душа для того, чтобы получать как бы свой жизненный опыт, живет не одной жизнью, а многомерной жизнью. Поэтому А, и Ну, теперь все здесь, понятно. да, и здесь таких как бы проблем нет. Вы можете быть вообще каким-либо угодно сказочным персонажем. И потом вы же должны понимать, что в нашей жизни сказки не просто так взялись. Мы же вот, Это допустим, да. это же, ну, исторические факты, да, отраженные в каких-то записях, каких-то преданиях, мифах. Человечество же не просто так их придумало. То есть наверняка есть сопряжение человечества с этими существами. Как и многие мифические существа, которых, как мы считаем, ну там это какие-то сказки. Но даже в сказках они не просто так берутся. да. И поэтому здесь нет никакого противоречия. Может быть, вы когда-то были этой сущностью, да, а потом стали человеком. Может быть, вы сейчас одновременно пребываете в этом. Ну, это требует, конечно, более существенного исследования, чем наши там полтора-два часа. Поэтому мы-то Мгм. себе не ставили задачу такого глобального исследования. Мы ставили задачу все-таки отработать по вашим аспектам и максимально вас Освободить освободить от меня, да. интерференции, конечно. Мгм. Поэтому насчет сеанса, Катерина, если все-таки подумайте, это очень ценный будет сеанс, безусловно. Всю лишнюю информацию, сейчас Вика сразу после сеанса его в скайп выложит, вы еще раз посмотрите. На мой взгляд, ничего там, ну, как бы личного мы не охватили, но тем не менее, сами посмотрите, и, значит, вас мы можем просто закрыть ретушью, ну, Да. чтобы вас не было видно, вас вообще не будет видно. Там, кстати, есть такие сеансы, на которых вы можете посмотреть, как это будет выглядеть. Вот. Но в целом сеанс был бы полезный, конечно. Но Ну, да, опять же таки, на ваше усмотрение. мгм. Ну, давайте вы выложите в скайп, я посмотрю, потому что я же была в другом немножечко Конечно. состоянии, вот, и, ну, подумаю. Хорошо. Смотрите, он сам в этой группе появится минут через 3, через 5, иногда бывает на следующий день. Вы просто можете его сохранить к себе на компьютер. Мгм. Но я тоже сохраню, потому что я надеюсь, что вы разрешите нам его опубликовать, потому что с моей точки зрения он просто бесценный. Но Пегасов еще не было, я еще не Ну, вы смотрела. понимаете, Пегас это же не просто какое-то мифическое животное. Каждая форма соответствует содержанию. Если начинать описывать, что это такое, то есть это и свобода, и красота, и грация, и много-много описаний можно применить, да? То есть это говорит о каких-то мирах, это не просто же какой-то Пегас, он же где он был? Это же целый мир, возможно, да? То есть как на такой сказочный прекрасный мир, беззащитный, беззаботный, были наброшены вот эти черные магические арканы. Это тоже, потому что когда человек смотрит вот эти сеансы, я, например, никогда не смотрю, если мне что-то нужно, интересный сеанс, я просто погружаюсь вместе с регрессологом, и тогда я вижу эти миры. Я так думаю, что так могут делать многие люди, потому что тогда
даже сама информация устная, даже если просто слушать, то погружаешься в эти события, в эти энергии, и осознание, оно растет. Мгм. Я думаю, даже здесь можно подумать над тем, что если вам это действительно интересно, сделать это целью, допустим, отдельного исследовательского сеанса. Потому что на самом деле, вот у меня какая ситуация сложилась, вот как я ее понимаю, да, Мгм. что, возможно, когда-то вы и были этим существом, ну, имеется в виду в эфирном пространстве, понятно, Ну да, 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 конечно. Да. вот, и вас просто отловили, потому что, ну, по всей видимости, что это действительно какое-то древнее, а, артефактное, да, существо, как бы, которое действительно обладает колоссальной энергией, возможно, колоссальным источником каких-то древних знаний. Вот. И понятно, что это лакомый кусочек. И я не исключаю, что вообще, собственно, тот факт, что вы стали воплощаться на нашей, как бы, матушке Земле, может быть, и был следствием того, что вас когда-то где-то поймали, Мгм. опустили до, собственно, Мгм. человеческих, как бы, частот и вибраций, и вы там 1000 лет продолжаете воплощаться как человек. И поэтому вас-то здесь никто, может, и не понимает. Может быть, вы-то, Ну да, собственно, как бы кстати. вообще-то и не отсюда. Может быть, вас-то просто используют. И у вас на самом деле, ведь на самом деле чувствительность-то высокая. Я очень немногих людей знаю, которых домовые одолевают, да, которым сны такие явственные снятся, вот, и которые вызывают столь бурный интерес всяких разных сущностей, да. Э, Почему? Да, Ну, по поводу тоже ведь... чувствительности, извините, перебью. Мгм. Вот я, ну, как бы тоже надеюсь, что это пройдет. Просто я очень, ну, я думала, что это из-за личностных границ, вот это, да, что я очень сильно чувствую людей. Я вот написала, просто забыла, да, сказать, что вот, допустим, в торговом центре или где вот большое скопление людей, я больше 2 часов не могу находиться. Я начинаю чувствовать, то есть я начинаю путать, где мои эмоции, а где эмоции людей. И мне начинает физически аж плохо, мне тошнит, у меня вот прям упадок сил. Точно так же в метро. Я вот час еду в метро на работу, мне потом час нужно отойти. Вот я Мгм. надеюсь тоже, что вот, то есть, ну, настолько вот, ну, то есть я могу даже, иногда я могу сесть вот так вот с человеком, посидеть, и мне ничего не надо говорить, я все понимаю, что он чувствует в данный момент. И вот, ну, вот эта вот чувствительность, я просто, даже вплоть до того, вот банально, да, вот я хожу на йогу, и я спокойно стою в планке. Ну, то есть для меня это не проблема. И вот рядышком стоит со мной человек, и я прям начинаю чувствовать, что ему плохо, Мгм. и я начинаю шататься. То есть у меня прям это вот на физику переходит. Просто, может быть, вы подскажете, либо это уйдет, либо как-то мне научиться этим управлять, как не подключаться к людям. Или наоборот, ну, как, просто чтобы я не поставила себе, так как сила мысли большая, да, чтобы я себе не поставила сама каких-то лишних конструкций, потому что, ну, знаю, что это тоже может быть. Сама Да, себя могу безусловно. заблокировать. Вот помогите, Вот вот, именно. или... Я думаю, что с этим просто надо, с этим надо управляться, но блокировать это точно не нужно. Вот, это на Мгм. самом деле не проклятие какое-то и прочее. Это очень даже и неплохо, что у вас это есть. И возможно, вам это даже и развивать нужно. Потому что Мгм. вы посмотрите на эту ситуацию немножко шире, да? Ну, вы сейчас смотрите с позиции горизонт планирования у вас собственная жизнь. Ну да. Вот, а кто знает, может быть, ваша-то задача в этой жизни, ну, перестать, собственно, здесь как бы воплощаться. И не нужно отказываться от тех качеств, которые у вас есть. Может быть, они избыточны для человека, но совершенно как бы необходимы для того, чтобы уйти отсюда впоследствии. Мгм. И я говорю, то есть на самом деле было бы интересно поисследовать, а как Мгм. в процессе вашей жизни поступить таким образом, чтобы, собственно, нарастить эти компетенции и качества и, в общем-то, больше сюда и не приходить. Это, может быть, и не ваше место. И я многим так говорю. И сам, например, как бы к этому стремлюсь, чтобы и даже, ну, многим рекомендую думать о том, даже не в том,
как прожить в этой жизни, потому что, вот как Вик правильно сказал, мы с вами можем здесь что угодно делать, у нас физическое тело– это сильная защита от воздействий. Вот. Мгм. А что делать после смерти? И как вести себя после смерти? Как не бояться после смерти? Как пройти эти пути? И как не поддаться на манипуляции последующего Мгм. воплощения, где нас также будут отлавливать и заставлять. Ну, будем Поэтому, надеяться, что память души, вот память души с освобождением, она сработает, когда, если вдруг попадем в какую-то ну, ловушку. не все так просто. Ну, Не все так просто. я же из страны, где Если нет было бы, да, навигации, верим в лучшее. понятно. Ну, так что хорошо. Да, спасибо, Виктория, большое. Смотрите У на вас уже сеанс. там ночь, вы уже Да, тоже устали. Спасибо вам большое, Ярослав, за да, работу, за то, спасибо. что рано проснулись. Да, хорошо. Ну, всего доброго, до Да, свидания. спасибо еще раз. До Пока-пока. свидания. До свидания.